Привет! Я решила сделать небольшой новогодний подарок и записать видео о своих последних интересах, каких-то покупках и прочих вещах. У меня не для всего есть видеоматериалы, поэтому я буду вставлять иногда себя, иногда какие-то процессы работы, упаковку мерча и все в таком духе, так что надеюсь, вам понравится. Хотя, если честно, это видео я делаю в первую очередь для себя, потому что для меня такие влоги — это своего рода видеодневник, к которому можно возвращаться когда-нибудь потом, чтобы вспомнить, каково это было жить именно в этом моменте. Хотела бы рассказать о своей покупочке. В конце августа я совершенно случайно наткнулась на розовую PlayStation 2 на Авито здесь, в Казани. Недели 2-3 раздумывала, стоит ли мне ее покупать, и в итоге все-таки купила. Оглядываясь назад, я думаю, это было не самое грамотное финансовое решение, но жалею ли я об этом? Нет. В первую очередь я ее брала, чтобы пройти оригинальные Silent Hill, что на самом деле иронично, покупать розовую PlayStation, чтобы поиграть в Silent Hill, но это как бы я в одном флаконе просто. Так что я не удивлена. Абсолютно. В итоге одна такая покупка вылилась в небольшой проект, в том плане, что мне нужно было найти для нее телевизор, тумбу, куда все это можно поставить, и как-то украсить мой маленький геймерский уголок. Телевизор мне пришлось искать долго. Сначала я вообще для полной аутентичности хотела взять кинескопный телевизор, но этот вариант сразу вылетел в окно, как только я увидела его габариты. Так что в итоге я где-то 2 недели бродила по интернету в поисках каких-то конкретных моделей и совершенно случайно наткнулась на новость о том, что, оказывается, когда-то выходили телевизоры Sony со встроенной PlayStation 2 в качестве подставки. Причем это было то ли незадолго до, то ли уже после выхода PlayStation 3, так что довольно странное решение. Но благодаря этой новости я узнала о серии телевизоров Bravia и нашла себе модель 2006 года, опять же здесь, в Казани. Я не планировала потратить столько денег на телевизор, но в принципе ни о чем не жалею, потому что, во-первых, у него хорошая цветопередача, он идеально подходит мне по размерам и весит всего 5 килограмм. Он темно-серый, а не черный, это важно. И у него есть все необходимые разъемы, так что если я все-таки решу купить в будущем PlayStation 3 или 4, я спокойно могу использовать их с этим телевизором. Так что, думаю, покупка была очень удачной. Как бы смешно это ни звучало, я никогда не думала, что можно испытывать материнские чувства к телевизору. В том плане, что где-то неделю после покупки, каждый раз, когда я проходила мимо, мне просто хотелось его обнять. Наверное, просто потому, что я была очень рада, что наконец-то его нашла, что он у меня здесь, он работает, и все прекрасно, так что, наверное, поэтому. В Silent Hill я пока что не поиграла, зато успела пройти несколько других игр. В первую очередь почему-то села играть в Need for Speed Underground, просто потому что помню, как играла в него в детстве и не прошла до конца. Где-то пару лет назад устанавливала на ноутбук и опять же не прошла до конца, так что мне просто хотелось пройти наконец ее до конца. Пройти-то я прошла, но я больше никогда в жизни к ней не притронусь. Это просто трэш какой-то. Игра максимально несбалансированная. Какие-то гонки можно проходить с первого раза, с какими-то я сидела буквально часами. Уровень сложности вообще ни на что не влияет, по моим ощущениям. Я приходила второй как на простой, так и на средней, так и на сложной сложности. Так что не понимаю, в чем прикол. И где-то во второй половине игры 60 или даже 70% гонок сливались тупо из-за каких-то рандомных машин, которые вылезали из ниоткуда, и ты никак их не объедешь. Можно просто начинать сначала, по сути. Так что, да, никогда больше играть в нее не буду.
нет, спасибо. Но саундтрек классный. Саундтрек я, в принципе, и так слушала практически чуть ли не со своего первого прохождения, так что это для меня не новость. А после этого трешака я, к своему большому удивлению, в одном из видео на YouTube со списками игр для PlayStation 2 нашла для себя Катамари, что меня сильно удивило, потому что мне всегда казалось, что до консолей доходят только AAA проекты от каких-то крупных студий, а это по факту инди-игра, что-то похожее на 80% моей библиотеки в Steam. Так что, да, я была приятно удивлена, и это потрясающая супер ламповая игра. Мне очень нравится. Проходится всего за несколько часов, и я думаю, я еще не раз к ней вернусь. Очень понравилось. Очень расслабляет закатывать котов, собак, что там, слонов и школьниц в свой маленький клубочек. Я даже за это время успела нарисовать картинку по Катамари. Думаю, сделать с ней принт, и уже напечатала одиночные наклейки, просто чтобы как-то запечатлеть эту игру в своей памяти, не знаю, как сказать. Так что, да, мне очень нравится. Интересно, что из себя представляет мультиплеер, но у меня нет второго джойстика и человека, с которым можно поиграть, так что, возможно, никогда и не узнаю. После этого мне захотелось узнать, что из себя представляет Kingdom Hearts, и, кажется, меня затянуло в очередное фандомное болото. Только потом я узнала, что, оказывается, на 4-й PlayStation выходил сборник чуть ли не со всеми играми серии, минус те, которые выходили на других платформах и которые было бы сложновато портатировать на PlayStation 4, если это так называется. Так что, похоже, у меня появился еще один повод рано или поздно купить себе 4-ю плойку. Первый и до этого единственный повод был Infamous Second Son, который выходил еще при запуске 4-ки, и с тех самых пор у меня не было ни одной игры, которая заинтересовала бы настолько, чтобы ради нее покупать себе приставку. Но теперь, кажется, у нас появился еще один повод. Так что, возможно, когда-нибудь посмотрим. А на самом деле Kingdom Hearts меня приятно удивила, просто потому что до этого при одном только упоминании RPG у меня начинали трястись поджилки. Мне всегда казалось, что это что-то сложное, запутанное, завязанное на циферках, статистике, тактике, правильном оружии, броне, тринкетах и всем таком прочем. Мне всегда казалось, что это не что-то, с чем я смогу справиться. Хотя, думаю, стоит упомянуть, что до этого я играла в Darkest Dungeon и прошла ее практически до конца. Мне остался только бой с главным боссом и самые длинные подземелья, на которые мне просто не хватило терпения. На тот момент я уже играла где-то 100 с лишним часов, и, похоже, мне просто надоело. Так что до конца я ее так и не прошла. Вернулась в итоге спустя какое-то время, когда у них выходил PvP-режим. Вроде это так называется, когда игрок играет против игрока. Тоже поиграла какое-то время и забросила, потому что мне не нравилось проигрывать. Как бы победы тоже были, но даже один проигрыш за день портил мне настроение, так что я забросила. Так что какой-то опыт с РПГ у меня все-таки был. И думаю, стоит подметить, что, как мне кажется, именно первая Kingdom Hearts была скорее таким большим обучающим уровнем, который должен был быть понятен как детям, так и взрослым, и так оно и было, собственно. В принципе, при желании там можно выбрать высокий уровень сложности, и думаю, тогда все будет не так уж и просто. Но я играла на обычном. Прошла без проблем и сделала там, наверное, все, что только можно. Я проверяла,
Так что да, игра мне очень понравилась, и я бы хотела рано или поздно пройти всю серию, по крайней мере, опять же, те игры, которые можно сейчас пройти. Сейчас я потихоньку пытаюсь пройти Chain of Memories, которую, как я понимаю, даже большинство поклонников серии решило пройти стороной. И я прекрасно понимаю, почему. Первые несколько часов у меня буквально болела голова от перенапряжения, просто потому что там совершенно другая механика. Немного изменили управление. Все теперь вертится вокруг карт, цифр, комбинаций. И все нужно делать в нужное время, в нужном месте, буквально. Поэтому было очень сложно привыкнуть первое время, но потом все стало немножко проще. Я смотрела довольно много видосов о, опять же, комбинациях, колодах, каких-то советах по прохождению, так что со временем все стало легче. И сейчас я прошла где-то половину или около того, 2/3 игры. Пока что решила сделать перерыв, потому что мне нужно было делать мерч и все такое. Но рано или поздно к ней вернусь, возможно, в январе, и пройду наконец все до конца. Пока что более-менее нравится, но опять же я понимаю, почему многим она не зашла. Если кому-то интересно, список игр на вторую PlayStation, в которой я хочу поиграть, я оставлю в паблике. Не так давно моя подруга на время одолжила мне PlayStation 3, и для нее я тоже потихоньку составляю свой список. Сейчас могу сказать, что, наверное, фавориткой номер 1 для меня остается Алиса, Alice Madness Returns. Не знаю, мне почему-то кажется, что она идеально подошла бы для игры именно на геймпаде, но по какой-то причине на Авито она либо распродана, либо стоит от 3000 выше, так что не знаю, смогу ли я в нее поиграть в ближайшее время, но очень хотелось бы. Да. Ну а так я уже успела купить себе, конечно же, DMC. Тут у нас 10-летие на кону. 15 января, по-моему, будет 10 лет с выхода перезапуска. Я очень хочу поиграть в нее снова где-то в это время. Планирую нарисовать хотя бы одну или даже парочку картинок к юбилею, потому что, мне кажется, я один из главных амбассадоров DMC в России. Не знаю, возможно, громко сказано, но я думаю, ни для кого не секрет, как я люблю, обожаю DMC. Так что, естественно, я буквально сразу взяла себе копию на 3-ю плойку. Не знаю, как долго я буду привыкать к управлению и насколько успешно или не очень буду выбивать все комбо, но посмотрим. Мне самой интересно на самом деле. И помимо DMC я взяла себе Assassin's Creed 2 и Братство Крови. Сейчас подумываю взять даже и 1, потому что хоть по воспоминаниям он был довольно, как сказать, однотипный, скучноватый местами, если играть активно каждый день. Но, не знаю, мне почему-то захотелось вернуться и попробовать поиграть снова. Так что, возможно, докуплю себе. Я бы, конечно, показала свой геймерский уголок в этом видео, но, как можно заметить, постеров еще нет. Некоторые фигурки еще в пути, так что покажу как-нибудь в следующий раз. Пожалуй, на тему игр у меня все. И теперь можно поговорить о чем-нибудь еще. Шутка. Я забыла рассказать, почему еще я так рада, что все-таки купила себе приставку. Мне кажется, что играть на компьютере и на той же PlayStation — это две совершенно разные вещи. Наверное, неплохо подойдет сравнение с художественными материалами, в том плане, что ты можешь нарисовать что-то акварелью, гуашью, акрилом или в диджитале, и все это будет и ощущаться, и выглядеть абсолютно по-разному. То же самое можно сказать и о играх на разных платформах.
Наверное, в этом-то и прикол иметь какой-то ассортимент консолей, потому что каждая из них открывает какую-то свою новую грань гейминга, если можно так сказать. И этой осенью я, собственно, прямо прочувствовала, что открыла для себя что-то новое, получила какой-то новый жизненный опыт. И, как уже сказала, хотелось бы дальше потихоньку играть в игры именно на PlayStation. По крайней мере, в те, которые я смогу найти. На этом об играх все. Красивый геймерский уголок, возможно, покажу в следующий раз. Надеюсь, к тому времени я все получу, все развешу и все в таком духе. Так что, да, время поговорить о чем-нибудь еще. В этом году, думаю, по понятным причинам я много времени уделяла мерчу и ездила на маркеты. И хочу сказать, что очень довольна своим прогрессом в этом плане. Мне кажется, по сравнению с временами до пандемии, мой стол изменился просто до неузнаваемости. Причем я сама не заметила, как все это произошло. Он как будто за секунду взял и превратился вот в это. Причем это был чуть ли не единственный раз в году, когда я арендовала целый стол. И, похоже, к половинкам я больше не вернусь, потому что мне просто не хватает места. За год я успела сделать 6 наборов и 11 одиночных наклеек. Все они теперь, кстати, на виниле, так что мне больше не приходится ничего резать вручную. Себестоимость, конечно, выше, но оно того стоит. Еще я активно делала сережки и брелки из полимерной глины. Возможно, кто-то успел застать мои первые попытки в 2021 году, ну а в 2022 я очень вовремя заказала всякие формочки и весь год фигачила партию за партией. Сам процесс временами может быть довольно геморройным, особенно шлифовка, но я понимаю, что это необходимо, поэтому терплю. Зато в итоге готовые детальки выглядят прямо как зефирки или жевательные конфетки, так что оно определенно того стоит. В новом году я хочу продолжить делать наклейки, рисовать новые картинки для принтов, попробую сделать подвески вроде той, что я сейчас ношу, с добавлением деталек из полимерной глины. И, возможно, сделаю акриловые брелки и, может быть, стендик. Но для этого нужно дождаться следующей коллективки, чтобы хоть как-то сэкономить на печати. На этом я, пожалуй, закруглюсь. У меня еще есть о чем вам рассказать, так что ждите вторую часть. Постараюсь отснять ее где-то к концу месяца. Так что еще увидимся. Надеюсь, видео вам понравилось. До встречи совсем скоро. Пока-пока.